Всем доброго времени суток, с вами я, Александр Ефремов, и сегодня у нас краткий выпуск новостей о недвижимости. Те новости, которые команда Юпитер-Стар посчитала интересными на сегодня. Выпал снег. С 2020 года искусственный интеллект помогает контролировать законность пользования земельных участков и объектов недвижимости в столице. Он анализирует большие данные и помогает выявлять нарушения при использовании нежилого фонда. Алгоритмы разработали специалисты Департамента информационных технологий и Госинспекции по недвижимости. Алгоритм – это запрограммированная последовательность действий, которая позволяет в автоматическом режиме обрабатывать массивы данных и решать определенную задачу. Алгоритмы Госинспекции по недвижимости используют данные о земельных участках и объектах недвижимости в разных открытых городских информационных системах. После система сопоставляет документы и проводит анализ объекта. При отсутствии или несоответствии технической или разрешительной документации алгоритм выдает признак нарушения. Машины идут на смену людям, помогают выявлять нарушения. Главное, чтобы людей не заменили машин. Минстрой представил законопроект об ИЖС. Законопроект об индивидуальном жилищном строительстве и использовании при этом эскроу счетов разработал Минстрой. Законопроект должен регулировать отношения, связанные с привлечением средств граждан и юридических лиц для строительства малоэтажного жилья и возникновением прав собственности на здания и общедомовое имущество в малоэтажных поселках. Привлекать средства граждан застройщики смогут по аналогии с долевым строительством многоквартирных домов. Все расчеты, связанные с привлечением средств, застройщик и покупатели обязаны проводить через уполномоченные банки и с использованием эскроу счетов. Предусматривается возникновение режима имущества общего пользования на праве общей долевой собственности в отношении некоторых расположенных в пределах территорий малоэтажной застройки объектов. Это могут быть объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания домов данного жилого комплекса. При этом собственники индивидуальных жилых домов несут бремя расходов на содержание общего имущества. Принятие законопроекта должно упростить возведение индивидуального жилья и способствовать росту объемов ежегодно вводимого таких домов до 50 миллионов квадратных метров к 2030 году, как установлено в нацпроекте «Жилье и городская среда». Но, собственно, часть застройщиков может быть и аккредитуется в банках, а часть застройщиков является физическими лицами, которые строят коробки и делают отделку, дальше продают. То есть малый бизнес будет у нас под корень изрезан к 2030 году. Но зато, может быть, появятся проекты типовых домов, которые будут строить все, и банки будут их одобрять. В Екатеринбурге экс-чиновника обязали вернуть в бюджет менее 7,5 миллионов рублей за покупку квартир. Бывшего главу железнодорожного района Екатеринбурга Андрея Курочкина и его супругу обязали вернуть в бюджет более 7 миллионов 300 тысяч рублей за квартиру, которую они приобрели на неподтвержденные доходы. Соответствующее решение принял районный суд. Стоимость приобретенного имущества существенно превышала совокупный доход бывшего чиновника и его супруги за 3 года, предшествующих совершению сделок. В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретено имущество, не подтверждена. Суд удовлетворил иск частично, обязав взыскать с Андрея Курочкина только 7 миллионов 400 тысяч. Решение суда пока не вступило в законную силу. Стоимость недвижимости, которая была куплена, была более 15 миллионов. Зачем создан этот прецедент? Что будет, если вы не сможете доказать происхождение денег? Особенно после сделки с занижением цены по договору. Вы занизили цену в договоре, получили свою разницу через банковскую ячейку, через полгода решили купить что-нибудь, а банк вдруг задаст вопрос происхождения этих денег. Как вы сможете подтвердить?
На этом у меня сегодня все. С вами был я, Александр Ефремов. Пишите свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, а мы с вами увидимся в следующем видео. Юпитер Стар.